Добрый день, добрый вечер, доброй ночи. У кого какое время, у кого какая страна, с вами я, ваша Вивьена, где мы говорим на этом канале о наших любимых, дорогих, с которыми сейчас, с которыми расстались, о которых помним, о которых знаем, о которых думаем. И сейчас у нас будет именно про то, что думать. Большое спасибо вам за донаты, большое спасибо за подписки, за комментарии. Также заходите на наш Телеграм, там группа. Я там даю очень много практик, которые пригодятся в вашей жизни. Так, а сегодня мы смотрим, кто думает о тебе и аж весь бесится. И посмотрим мы, как обычно, и на картах, и на воске. И вот я с вами Вивьена, и мы будем смотреть сначала на картах, кто думает о тебе и так бесится. А воск у нас плавится, и потом будем смотреть и на воске. Кто думает о тебе и бесится? Давайте посмотрим. Вот так мы. Кто думает о тебе и бесится? Знаете, человек или был вхож, или в ваш дом вхож, но сейчас или вы от этого человека отгорожены, или он находится на расстоянии. За горами, за долами, за большими берегами. Но здесь вышло сейчас, что первый, кто очень бесится, это женщина. Знаете, она как будто вот или была с вами близка, или вас знала, и знала вашу семью, или что-то такое, потому что здесь идет, что все чирикали-то вроде рядом. Чирикали, да чирикали, да чирикались. Она бесится. Почему она бесится? Она бесится. Мы сейчас посмотрим, из-за чего эта женщина бесится. Потому что ее убрали. А вы ее, эту женщину, наверное, ей пришлось отодвинуться, или вы ее отодвинули. И из друзей она превратилась в кого? Из друзей она превратилась в кого? А не в кого. И не нашим, и не вашим. И не белым, и не серым, и не красным, и не зеленым. И давайте будем смотреть. То есть здесь вот женщина точно, которая или знала про ваш дом, или вхожа была в дом. В крайнем случае работали вместе, потому что здесь идет вот как будто вот так вот соединялись как-то. А сейчас она очень злится и бесится. Ну, женщина получила. Сейчас мы посмотрим еще и почему она бесится. Вот женщина вышла в первых рядах сначала. В первых рядах женщина. Так. Еще что мы... И мужчина. И вот, а потому что мужчина стоит тоже отгороженный в блоке. Мужчина как в блоке. Или сам он попал в эту клетку и закрылась за ним дверка. Или его посадили в такую клетку. У кого семья, потому что кто смотрит, могут смотреть, семья или не семья, то есть у кого семья или отношения, похожие на семейные, вместе сожительствуете или сожительствовали, то здесь человек отгораживается. А мы хотели посмотреть из-за этой женщины. Давно дело происходит. Вот запомните одну главную мысль в отношениях. Это не мысль, а вообще действие. Мужчины уходят не к ним, а от нас. Это мы делаем ошибки в отношениях, да мы. И мужчины уходят. Очень часто женщины, вот тыдын. Ну да воспитываются, он идет туда, где спокойно, легко, где тебя ждут, где улыбаются. Вот так вот, но не к ним, а просто уходят от нас. Там, где тепло, светло и мухи не кусают. Запомните это, никогда мужчина не уйдет. Так, здесь уже у мужчины, что кто бесится. Почему мужчина бесится? А потому что он в таком вот блоке. Да, потому что мужчина находится в каком-то... Или у него действительно какое-то, если операция, или ранение, или еще что-то. Но это вот как бы давно происходит. Или сердце ранено, душа ранена. Он полностью... Вот... От чего-то он очень зависим. И он очень бесится. Знаете, он от чего бесится? Даже не так на вас он бесится.
Он бесится на обстоятельства жизни. Вместо того, чтобы найти, что это сделал он, какие-то совершал поступки, и эти поступки привели к каким-то не очень хорошим результатам. Потому что он переплывает реку, не знает куда, с закрытыми глазами, не знает куда. А потому что он всегда был на коне, он всегда был как Юлий Цезарь. А тут здрасте, Вася, мы приплыли, здрасте, Вася, мы заплыли, и он никаковский стал. А зависит, имеет ли отношение эта женщина, которая сначала вышла, она бесится там вообще по полной не хочу. Здесь бесится внутри, не понимает, почему все, что происходит сейчас в его жизни, отдаление, какие-то мучения, какие-то страдания, где-то даже и безденежье, отвернулись от него близкие и семья. Он не может уже тащить то, что он тащит. Все, у него уже крестец не выдерживает. Ноги подкосились, потому что он не знает, как это тащить. А он сам себя нагрузил, сам придумывал эти обстоятельства. И на них он так отвечал и делал такие поступки, что теперь он уже не может даже двигаться. Да, он как повешенный, поэтому он бесится, аж весь перебесился. Почему он думает о вас? Он не считает вас как бы виновной, но он считает, что вот все вот и вы тоже, и все из-за вас. Ну, тут очень... А я хочу спросить про эту женщину, а мне выходит совсем выходит про мужчину. А про эту женщину то ли он заглядывался, да, на нее. Ну, как бывает, так бывает. И такое вот приключилось. Но эта женщина, могу сказать, что она вообще любит привлекать к себе мужчин. Она соблазняет мужчин, даже если она не очень красавица. Тут не в красоте дело. Это вот у кого-то есть такая харизма, и даже такая страшилка, нос в 2 метра, попец в 1,5 метра, на голове 3 волоска, а все мужики за ней в 3 броска. А она именно с этими мужчинами, она добивается чего-то. И вот здесь эта женщина была связана каким-то образом с этим мужчиной, который тоже бесится, думая о вас. Но здесь у мужчины уже не то, что любовь, а любит ли он вас или там что. А он попал в такие обстоятельства, в такую мясорубку, что сам не знает, как оттуда выбраться. Да, но знаете, это как-то так далеко. И вот он, когда чего-то о вас думает, почему бесится, что он как-то не рядом, что ли, или нету помощи какой-то, нету силы от вас, а ему нужна ваша сила. Ну и потому что у него с деньгами не очень-то хорошо. Все то нашим, то вашим, то туда припрячу монетку, то сюда припрячу, а потом осталось, что мешок где-то там. Так, давайте, почему бесится? Бесится, потому что он себя плохо чувствует. Я сказала, или здесь или болезнь, или страдание, или кровь я вижу. Что-то такое. И поэтому он не знает, как ему поступить. И поэтому он бесится, а вас как бы рядом нету. Даже если вы рядом вот входите вместе, но нету вашей энергии, и он из-за этого злится. Ему надо поговорить с вами, ему надо как-то от вас взять силы, а не получается. Ну, давайте посмотрим, раз он бесится, чем это его бешенство-то закончится, полоумных и бешеных-то. А закончится полным его разрушением. Возможно, и разрушением ваших отношений, у кого-то они уже разрушатся, и разрушением полностью личности этого человека. Почему его личность будет разрушаться? Знаете, тут человек летит вниз, в пропасть. Почему он будет разрушаться? А потому что он не к свету идет, а через зеркало все смотрит. Все только селфики. Что такое селфи? Почему их нельзя снимать? Селфи, нельзя их везде выставлять и снимать. Селфи сделаны для того, чтобы только для документов, только для верификации, например, в банке или еще где-то. На документы, а не то, что и сисюки, и писюки, и все с разных сторон. И это зеркало, и зеркальная тать отбирает вашу душу. Вот он смотрит не на свет, а на отражение света. То есть это не настоящее. Вот почему.
И у него полное истощение, духовное и физическое. Вот к чему он пришел и почему он бесится, потому что он вспоминает вас, и почему бесится, потому что вы для него как непорочная дева. Это не значит, что вы там непорочная, а в том смысле, что вы воплощение какое-то для него теперь чистоты. И он аж бесится, перебесится. Ну, кончается все для него не очень хорошо. Воспитание великим. Вот так. И теперь смотрим мы, кто о вас думает и так бесится, на воске. Воск поплавился, воск скажи, расскажи, воск скажи, расскажи. Кто бесится? Ой-ой-ой, горячо как. Да, нервное состояние. Так, и теперь мы смотрим, кто бесится. Состояние действительно у человека очень... Кто... Вот идет мужчина на букву, возможно, на букву «Р». У кого-то на букву «Р». Или что-то связано с буквой «Р». Человек действительно находится в очень нервном состоянии, очень духовно распотрошен. Здесь идет на букву «Р», здесь идет, вот на отливке идет мужчина. Кто бесится на букву «Р», ему очень нужны сейчас денежные средства, но от рыбы остаются одни скелеты. Есть какая-то женщина, которой он... Вот кто бесится... Вот есть какая-то женщина, которой он врет. Врет и поет там какие-то меморандумы. А сам он, вот сейчас у него, видите, как рак, он ползет вниз, он ползет, как рак, он пятится назад. Вот что показывает отливка. Что еще показывает отливка? Отливка, видите, как вышла. Не одним целым, а все раздроблено. Человек просто как будто на молекулы распадается. У человека близко, или человек болеет, или у человека близко какие-то ситуации, ну, которые могут прийти к темной реке, по которой можно не переплыть. У него весь мозг, вот человек, который бесится, весь кипит. Почему? Потому что вот как будто он вам там что-то навирал, песни какие-то соловьиные распевал. Или идет такое, что сам себе, знаете, он сам себе на голову навешал оленьи рога. Тут не только, не по поводу измены, а по поводу, что он тащить их уже на своей голове не может. Вот такой человек. Самое плохое, что этот человек все время врет. У него уже духовно все разлажено и физически. И бесится он потому, что он вас не смог победить. Вот такой у нас на отливке. Принимаю, приобретаю. Злых духов от себя отгоняю. Заходите в Телеграм. Мы там общаемся. Пока-пока. Дальше смотрим. И давайте посмотрим, и как эта ситуация сложится для вас. А для вас у вас идет другой человек, не этот, потому что этот не сидит на троне, этого с трона сбросили, а у вас идет другой человек. Но идет для вас, понимаете, вы будете бояться новых каких-то отношений и будете переживать о чем-то прошлом. Не надо, прошлое, оно уже закопано. Как для вас вы будете наблюдать вот о том человеке, будете смотреть за него, будете смотреть, как он, что он и как. А как вам надо поступить? Поступать вы будете так, как вы будете думать, как вам надо поступить. А поступить вам надо от прошлого обороняться и идти вперед, потому что только вперед, ни шагу назад, ни шагу на месте, только вперед. И всех зовете с вами вместе. Пока-пока, принимаю, приобретаю. Смотрите другие видео на канале Вивьены. Пока-пока.